Сейчас зайдем до кафешки и потом будем подниматься. Иду, смотрю на эту гору. И что-то мне кажется, что это довольно-таки херовая затея туда забираться. Хотя вон там какой-то народец ползет. Вон машин каких только нет. Там Москва. 159, не знаю. Так, Владимир. Ярославль. Владимир. Это что-то с Подмосковья. Это тоже. Это Донецк. Так. Вот, не знаю. Это что-то тоже на Москву похоже. Это не знаю. Это не знаю. Это тоже что-то там оттуда. Ярославль. 102. Это кто у нас? Дагестан, по-моему, или... Да, Дагестан. Москва. Не знаю. Это не знаю. Короче, как-то так. О! Владимир. Архангельск. Коми. О! Иваново. Питер. Там. А нам либо по левой, либо по правой. Но что-то мне кажется, что и там это довольно-таки хероватая идея. Будем посмотреть. Вчера вот здесь вот мидий поел. 2015 год. Ребята здесь же растят мидии. Здесь же продают, но еще на экспо там куда-нибудь, наверное, сбывают. В рестораны там или еще что-нибудь. Вон там вон буйки. Это как раз мидийная ферма. Вон там черные, здесь белые. Извините, а можно я чуть-чуть на камеру сниму? Может? Спасибо. Вчера заходил к вам. Первый раз попробовал черноморские мидии. Ну, нормально, да. Вот такую плашечку я вчера съел. Сдается мне, что это действительно была херовая затея. О. Так, ладно, будем потихоньку пыхтеть. Блин, я уже устал. Что ж там дальше-то будет? Пока иду в этих шлепках. Одна минута, полет нормальный. Что там дальше будет, не знаю. Хорошо, что туфли захватил. О, красотень. И это только начало. А сил уже нет. Ехал в машине по радио, слышал по местному. Снимали мужика МЧСовцы. Пошел в сланцах. Забраться-то он кое-как забрался. А потом начался дождь. Вот это все, оно превращается моментально в такую склизкую жижу. И было ему не спуститься. Сыкотно. Ладно, будем подниматься дальше. Блин, еле забрался. Это точно была херовая затея. Но раз уж вписался в заваруху, надо продолжать. На площадочку заберемся. И все, и нахер перекур, блин. Марсианский ландшафт.
мужик идет, тоже охеревает. Развилка. Либо Сюдыма. Пойду вот Сюдыма. Там он туда вот куда-то люди пошли. Там другой пляж, по-моему. Блин, ну что-то так, когда смотришь, конечно, башка подкруживается. Опасно. Опасно. Все. Идем дальше. Опять развилка. Там дольше. Тут круче, но короче. Тропинки, как мы помним, для слабаков. Значит, мы идем туда. Расщелина, тут вода стекает. Да? Не, за раз не смогу, за два. Сейчас до середки, там сядем, отдохнем. И потом второй раз. Тоже весь мокрый нахрен. Тропинки для слабаков. Кто-то камешки сложил. Нахрена? Не знаю. Все. Перекур. С баков пол-литра слил. Стало полегче. Дуб на Дальнем Востоке такие же маленькие на сопках. Нам надо вот туда, на самый верх. Идем дальше. Ящерка. Там вот метеостанция видно, а здесь какой-то забор на склоне. Решил пойти посмотреть, там видно было колючую проволоку. На самом склоне разбросаны какие-то ржавые остатки от техники. Вот это вот какая-то тоже приблуда явно армейского, от чего-то армейского, судя по окраске. Ну вот он сам забор, колючая проволока. Проволока советская. Так, посмотрел, в принципе, ничего нового. Ну, еще один рывочек. Еще один рывочек. Вот. Что, на машине, что ли, можно было-то, а? Вон солнечная долина. Тут это, там тоже. Вон там судак. Вон он. Пойдем еще выше. На самый верх. Нашел самую высокую точку. Вот здесь вот самая высокая точка. Там на берегу, вдалеке, виднеется какое-то сооружение, вроде как типа маяк, башня. А наверху вот этой вот сопки тоже стоит комплекс, вроде как похожий на маяк.
Ну, здесь у нас water closet. Чуть-чуть пониже непонятное здание и куча вот этих вот бочек ржавых. Спустимся, потом посмотрим, что это такое. И на самой верхней площадке тоже четкий контур, периметр огражденный. Что-то, видимо, стояла какая-то техника, наверное. Так, самая высокая точка здесь. Ну что ж, давайте с вами немножечко присядем. Поставим камеру, развернем свой нехитрый скарб. Все-таки долго я его тащил на себе, но оно того стоит. На вершине кое-что попробовать. Итак, дамы и господа, мартини. Очень тяжело было. Находимся на горе Меганом. Поднялись, можно поставить плюсик, крестик. Вершина взята. Заводове, Запову, за нас. Боюсь, что спуск не выдержат мои тапочки. Нагрузка все-таки будет большая. Поэтому сейчас переобуюсь в туфли белые. Буду как дурак в белых туфлях и шортах. Чуть ниже бочек видно огороженные площадки, какие-то непонятные места. Вот они. Там он чуть подальше тоже огороженные территории. Может быть, стояли какие-то дизель-генераторы, наверное, скорее всего. Собственно, вот крыша этого здания, к которому хотели сходить. Сейчас спустимся пониже. А это, дамы и господа, цикада. Вот эти вот жучки, которые постоянно стрекочут. Цикада. Так, здесь у нас остатки былой роскоши, да? Ага. Понятно. Ясно, понятно. Пойдем дальше. Это что у нас тут? Это какой-нибудь хозяйственный жилой корпус, наверное, был. Ух ты! Оба-на! И что тут у нас, а? Так, тут у нас лесенка наверх. И что тут у нас? Шо, не шо. Понятно. Туда уже не пойдем, там темно. Фонаря с собой у меня нету.
Ну так, прикольненько, прикольненько. Да. Сейчас пойдем глянем, что это у нас такое. Под соляру или под мазут. Ай, блин, я на носки уже нацеплял. Тут колючек всяких разных. Зашибись. Так, а это у нас что такое? О, еще одна бочка. Кто в теремочке живет? Так. Непонятно. Не курить. Огнеопасно. Огнеопасно. Все, понятно. Так, это, я так понимаю, нечто на вроде комнаты, где стояли дизельные агрегаты, да? Блин, мазутом, вот маслом, вот этим дизельным маслом, мазутом пахнет прям до сих пор. Вся земля здесь, наверное, пропитана. Так. Хрен его знает. Ну да, и здесь стояли, наверное, 2 агрегата. Ну и здесь такая небольшая каморка для того, чтобы их обслуживать. Здесь, может, кровать была, дежурная смена там или еще что-то. Не знаю. Хотя, может быть... Не, агрегат, если работает, то ты здесь особо-то не поспишь. Это чисто так, тут, наверное, инструмент, еще что-то. Здесь агрегат 1, здесь агрегат 2. 100 пудов это было как-то так. Окна это под вывод выхлопных газов. Ну, прикольненько, прикольненько. Вон, потолок из чего сделан. Такие армированные бетонные брусья. Что тут написано? Брутто, нетто, затарено. Брутто, нетто, затарена бочка. А, это самое. Это то, через что красили, наносили на бочки какие-то названия. Партия с английской И. Ну, это на украинском писали. А здесь что у нас? Ну, то же самое, только покрупнее. Какие-то штыри тут непонятно для чего. Вот такая приблудень. Ладно, что, буду потихонечку спускаться. Может быть, пару видео там еще на спуске засниму. А вот это, други мои, уже конкретно бойница. Спуск. Заход. Все в колючей проволоке. Окна огневые. На заслонке изнутри. Раз огневое окно. Вот. Второе. Третье. Уж не знаю, она советских времен, послевоенных или еще военных. Ух ты, блин. Хрен сдвинешь. О, ключик. Пожалуйста.
Радиочастотный кабель. 100 пудей вояки здесь были. Все, идем на спуск. Многие говорят то, что спускаться сложнее, чем подниматься. Ну, вы знаете, может быть, отчасти я и с этим соглашусь. Работают совершенно другие группы мышц. Довольно-таки непривычно, особенно если этим делом никогда не занимался. Ну, более-менее хотя бы на любительском уровне. Ни разу не пожалел о том, что взял с собой свои щегольские белые туфли, потому что в тапках, я так понимаю, мне бы была хана. Либо, что более вероятно, хана бы была тапком. Просто так не спустишься, блин. Постоянно на полусогнутых. Вот эти вот места устают сильно на спуске. Так. Проходим опять марсианский ландшафт. Здесь вот тропка идет. Блин, по ней, когда поднимался, прям сыкотно было. Ну, сейчас вроде спускаешься уже. Прошел разочек, уже так, нормально. Не, но все равно опасненько. Особенно если после дождя вот это все тут будет развезено. Туда полетишь, блин, костей не соберешь. Надо сразу переворачиваться на спину, ноги вперед выставлять, либо руки, чтобы затормозить хоть как-то, блин. Если боком покатишься, вообще нифига не поможет. Весь переломаешься. Фух. Там вон люди, смотрю, тоже с палатками стоят. Офигеть, это же все на себе туда тащить надо. На машине не доехать. Ну все, такие самые опасные участки прошли. Сейчас уже спускаемся. Финишная прямая, можно сказать. Кого-то здесь явно заховали. Даже не знаю, что это такое. Собака, кошка. Ребята, обалдевайте вместе со мной. Смотрите, подъехали ребята, отдыхающие с Владимира, Ява и ЧЗ. Вы только посмотрите на то, в каком они состоянии. Как будто вчера с завода. Это реально мечта всех мальчишек в детстве. Были Минские, Восходы, Ижи, но все мечтали о Яве и ЧЗ. Посмотрите все, в каком состоянии. Все кругом наполировано. Блестит, как у кота, сами знаете что. Просто две мечты. Две мечты. Идеальнейшее состояние. Просто идеальнейшее. Ребята, конечно, молодцы, то, что в таком состоянии поддерживают технику. Так она еще и как-то доехала до сюда. Это тоже, считайте, почти 2000 километров. Две мечты детства. Чехословакия. Здесь Чехословакия. Блин. Чехословакия, Чехословакия. Мечта молодости. Стоял бы и разглядывал весь день. Но, к сожалению, надо идти. Подходим уже к нашему лагерю. Вот таким вот был этот день. Пишите, что думаете.
Ну а я пойду еще и поныряю.